안녕하십니까, 라이언입니다. Всем привет. Так, чем пришел? Пасмурный день, воскресенье, 7 июня. Пришли в мой любимый, давайте, да, мой любимый, потому что он самый близкий ресторанчик от моего дома. Отведать, как обычно, сундуку. Это суп с кишками и с кровяной колбасой. И я еще заказал дополнительно. Это, знаете, типа что-то называется пенюк по-корейски. Это типа что-то прессованного мяса. Там уши, знаете, вот это внутренности всякие. Тоже это должно быть прям очень должно быть вкусно. У нас в России это называется, по-моему, дельч. Как всегда нам принесли здесь. Это легкая печень, сердце, кровяная колбаска. Закуска что у нас? Перец чили, лук, чеснок. Наш многоуважаемый соджу. 사장님, 저희 순대국 2개 주세요. 네, 준비드릴게요. 자, 나왔어요. 감사합니다. 네. 맛있겠다. Ну, когда он кипит, это прям бомба. Так, колбасу мы вытаскиваем, потому что она очень горячая. Ее потом будет, просто чисто из-за того, что ее неудобно потом есть, что она горячая. Мы ее выкладываем, чтобы она остыла. Здесь три штучки всего. Так, ваш второй. 와, 대박 맛있다. 대박 맛있다. Вот мне нравится, как здесь подходят к вот этим вообще субпродуктам. Прям вот вышка. Идеально. Кстати, для пикантности можно добавить сюда вот так перцовой пасты и немного еще острого чили перчика вот так.
Так. Можно еще добавить вот этой штуки. Я тоже ее люблю. И просто перца. Черного. Вот теперь бомба. Тут горячо. Еще чуть-чуть. Если он не соленый, мы можем добавить вот этих креветок мелких. Вот так, чуть-чуть креветок сюда. Теперь идеально. Идеально. Ngon. Ngon không? Шикардос. Sebab macam Причем вот обратите внимание, вот это соус, красная перцовая сладкая паста, это для как раз вот этого миска. Для зельца, зельц, по-нашему называется, прессованное вот это мясо, короче. Ну, допустим, соль, обычная соль, например, ну, ее можно использовать под вот эти легкие, там, печень, сунде, соленые мелкие вот эти ферментированные креветки. Тоже можно использовать под вот эти кишки, субпродукты. А получается вот эта паста бобовая, самджан, она под лук, под перчик, под чесночок, допустим. Запах. Идеально. Каждому еще своя система. Каждый соус свой. На самом деле, типа, я спорить даже не буду, потому что корейцы, как говорится, с годами это все дегустировали и знают, какому виду мяса какой соус.
какому виду продуктов какой соус. Здесь, кстати, довольно много пешков. Вот, гопчан. Я уже не раз заявлял, что субпродукты – это моя любовь. Чем больше их ешь, тем больше в них влюбляешься. Какая мечта. Вообще вся вот эта еда, которую я обычно ем, это называется гукпап. То есть это, короче, суп, в который типа добавляется рис, да, в который или типа как можно добавить рис. Но у меня все супы, в которые можно добавить рис. Получается, я типа, меня корейцы в комментариях там называют типа премьер-министр Кукпапа. Типа такая мужская еда. Ну, вообще, хочу заглянуть просто в мое детство, так сказать. Мне в детстве мама, бабушка мне всегда говорили, что суп должен присутствовать раз в день. Ты должен кушать суп каждый день, жидкую пищу. Я вот как-то вот так воспитан, и я воспринял это на самом серьезном уровне. Поэтому я люблю супы. Суп номер 1. Кайф. Чтобы суп у вас быстрее, допустим, остывал, вот этот длинный горшок ставите чуть-чуть вот так под углом. Это подставка специальная, корейские вот эти горшки, либо керамические, либо вот в старину глиняные, чтобы максимально сохранялась температура. На самом деле очень классно. Это действительно суп остается максимально долго горячим. Муха тут прилетела какая-то. Кружит сучка.
Так что корейцы всегда, ну, мне типа пишут, что ты ешь типа один купап. Ну, вот так получается. Я это люблю, да, я это ем. Типа супы. На самом деле я уже очень-очень много супов, конечно, разных ел. Но это прям вот, это кайфово. Это то, что доставляет именно реальное удовольствие. То есть у меня же как бы вот если обратить внимание, все мои ролики, все мои записи, я не играю на камеру. Где-то, может, если я добавляю там корейских фраз, то это, ну, это просто это именно мои эмоции, только по-корейски, вот и все. То есть это от сердца, от души. Поэтому, да, все верно, что купап это именно такая мужская еда. Мы много работаем. Поэтому кушать нам тоже надо много. Работы сейчас. Работы много. Сезон. Поэтому если где-то я вдруг стараюсь не пропускать, конечно, пропущу день. Ну это как? Хотя при любом раскладе одно видео должно быть. Если сильно тяжелый день, то одно короткое видео все равно выложу. Сложно. Нереально сложно, конечно. Чисто из-за времени. Нету толком нифига свободного времени. Поэтому тяжело. Уже вроде хочется объявить уже, знаете, типа конкурс. Конкурс на место в команде в моей, чтобы работать вместе со мной, делать видео, продвигать это все. Но, опять же, есть много но. Потому что в Корее здесь нужно работать максимально на корейскую аудиторию. Потому что это основная масса, которая меня смотрит. Давайте говорить откровенно. У меня же есть статистика. Откуда? Какая страна, какие города там, какой пол, кто меня смотрит. 80% меня смотрит именно корейская аудитория.
Поэтому нужно уже, как говорится, уже охота получать какие-то ну, дивиденды реальные, потому что все на одном энтузиазме, ну, вы сами понимаете, так же не может продолжаться вечно. Просто я вот хочу, это мне интересно, я делаю типа видосы. Охота же получать деньги за это. Это же нереальный труд, тоже нереальное время потрачено. Но пока это все, я говорю, я еще вот пару-тройку раз у меня было, когда мне в рестораны приглашали там покушать за деньги. И все. Серьезно, я еще ни копейки не получал с соцсетей. Я вам уже говорил. Да? Я вам уже говорил, что вот где-то все около. Крутится, какие-то предложения вроде поступают. Тоже я же так же не могу там каждому, как говорится, выложить свою душу и будь что будет. Незнание языка, опять же, барьеры такие очень жесткие. Благо, что все-таки проверенные, хорошие люди у меня есть, которые готовы помочь. Поэтому дай бог. Я просто продолжаю работать, продолжаю делать привычный свой контент. А вы продолжаете наблюдать за мной. Вам, как всегда, отдельное спасибо. Но если у кого-то из вас есть желание мне помочь, допустим, есть желание огромное, допустим, быть в моей команде, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, но у вас должно быть свое какое-то, портфолио, да, так сказать, чем вы занимались, что вы делали. Обещаю рассмотреть каждого кандидата. Потому что как будто намечается какой-то большой проект. Намечается как будто что-то крупное. Что у меня в голове, спросите вы? Пока у меня такие же ребяческие мысли в голове. Это вот цифры, конечно. Цифры, количество вот этих подписчиков, количество просмотров, вот эти какие-нибудь встречи с какими-нибудь знаменитостями. Вот пока у меня вот это все в голове. Я думаю, это нормально. Ну почему нет? Дай бог. Не знаю, как оно что будет.
Ну, я чувствую какую-то поддержку. И с вашей стороны, и с русскоязычной аудитории, и с корейской стороны тоже. Я чувствую вот прилив сил. Просто когда вот куча комментариев там. Ну, там основная вся движуха, конечно, творится в Инстаграме. Потому что в Инстаграме вот там реально движуха. На Ютубе пока все не так радужно, да, так скажем. На Ютубе все потихоньку. 대박 맛있다. Вот, кстати, в Инстаграме я почти каждую там субботу или пятницу или субботу выкладываю пост в сторис по поводу того, что вы мне можете задать любой вопрос, и я постараюсь на него ответить. Вот нынче мне корейских вопросов пришло просто больше 50. Больше 50 вопросов. Русских вопросов, кстати, мало, всего там 2 или 3. Ну, это опять же вот алгоритм так работает как-то по поводу того, что типа я в Корее, наверное, кто тебя больше смотрит, на ту аудиторию больше распространяется это все. В общем, как всегда, спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что со мной. Крепко вас обнимаю, желаю здоровья. Берегите себя, своих близких. Пока-пока.